Привет, с вами Алена, и за работой у нас наш мастер Елена. И пришел к нам, на первый взгляд, очень стандартный, но на самом деле очень интересный случай. Обратилась девочка, подросток, обратилась на самом деле даже ее мама, а не она. Ну и жалобы были на боль, на невозможность наступать на ногу, что все болит, ничего не помогает. И при первичном осмотре мы понимаем, что здесь банальный анихолизис. Но анихолизису рознь, и, конечно же, нужно сделать зачистку, убрать все, что мешает, но самое важное, нужно найти причину, по которой все это происходит с человеком, в данном случае с подростком. Подростки и так существа у нас, нестабильные, постоянно с ними что-то происходит, но нужно копнуть чуть глубже, и вот в процессе разговора и зачистки было выяснено, что обувь, которую носит эта девочка, совершенно не подходит ей по размеру. Вы можете обратить внимание, что мы вырезали из бумаги приблизительный эскиз ее ноги, положили на него сверху стельку, носочек и, собственно говоря, сам тапок. Но я думаю, что результат налицо, здесь все без лишних слов понятно, то есть ее... Боже, вы только посмотрите, куда заходит кюретка. Вы видели, да? Вот, и без лишних слов понятно, что обувь подобрана неверно, но на все это мама сказала, что девочка не хочет и отказывается покупать правильную, в кавычках, условно говоря, нужную, удобную обувь, а покупает только ту, которая красивая, покупает ту, которая там у них в их молодежном направлении сейчас модная. Но я думаю, что это распространенный случай, мы все были подростками, все спорили с родителями и не слушались мам и пап, а потом были вот такие вот сюрпризы. Но пока наша юная леди не впечатлена, Алена уже заговаривается, не впечатлена результатами в плане того, что она все равно отказывается какую-то другую обувь покупать, потому что в этом возрасте всегда им важнее выглядеть хорошо. И, конечно, можно ее здесь понять, потому что мы все такими были. И все бы ничего, если бы не было так грустно, потому что обратите внимание, что под этим самым анихолизисом там уже некоторые жидкости стали образовываться, и даже вам больше скажу, там уже случилось гранулемы. Это такое не очень приятное образование. Как мне вчера или позавчера сказала песчинка, это когда рана вывернулась наружу. В общем, когда бывает ранка, и ей долго не занимаются, особенно при вырастающих ногтях, случаются вот такие гранулемы. И эти гранулемы, естественно, не нужно ни удалять, ни что-то с ними делать, нужно успокоить воспалительный процесс, и гранулема ваша пройдет. Вот сейчас Лена ее вскроет. Кстати говоря, обратите внимание на потрясающий, завораживающий процесс убийства моих маникюрных кусачек. Нет, извините, пожалуйста, она взяла пряморежущую. Нет, Лена молодец. Она просто мне позвонила и сказала, говорит: Алена, ты знаешь, у нас в процессе дня было столько записей, что закончились инструменты, и поэтому я где-то взяла там твои кусачки, решила ими зачистить. И я вот с замиранием сердца все думаю, где же это видео-то, где она мои кусачки убила. Ну да ладно, благо у нас есть своя заточка, и нам это совершенно не страшно. Можем портить кусачки хоть с утра до ночи, отдавать и точить заново. Но обратите внимание, после среза анихолизиса выглядит это все примерно вот так вот. То есть можете себе прикинуть и представить, как это все болит и что происходит с обувью в узкой кеде, потому что кедик вот этот вот модный в наше время, давит не только по бокам на большой мизинчик, собирая ногу в кучку, но и придавливает палец именно сверху. То есть еще объема в этой обуви бывает недостаточно. Ну и, конечно, вот такие вот потрясающие результаты. В процессе зачистки девочка сказала, что она больше не может. То есть, понятное дело, подростки, они и впечатлительные, и тут еще все в таком состоянии. Позвали маму, и мама говорит: не-не-не, ребята, давайте будем делать анестезию. Но, как я уже ранее говорила, прикол в том, что мы не делаем анестезию и не работаем прям с такими вот совсем уже тяжелыми случаями.
И, конечно, на такой счет мы отправляем клиентов к врачам. У нас даже есть на прихвате свой хирург, которому мы доверяем, и то есть туда можем отправить. В общем, мы сказали, что анестезии не будет, потому что, знаете, почему мы не делаем, кстати, анестезию, да? Не потому что мы не можем уколоть или нам там что-то еще, а потому что может быть аллергическая реакция, будет анафилактический шок, и мы можем просто очень сильно навредить, а именно, не дай бог, но все-таки потерять клиента, потому что аллергия – вещь очень-очень опасная. И это вне зоны нашей компетенции делать такие вещи. В общем, процесс был прерван, и клиент был направлен к хирургу. И будем пока дистанционно мониторить, как что с ней происходит. Если после хирургического вмешательства на усмотрение, естественно, доктора будет необходима наша зачистка, то, конечно же, мы поможем. В общем, у меня все. Берегите себя и своих близких, и особенно своих детей. Конечно же, это наше самое дорогое. Пока-пока. С вами была Алена. До новых встреч.